Всем привет! У нас сегодня 15-й выпуск чтений с комментариями Ральфа Блюма. На сегодняшняя тема — это руны утешения для тех, кого постигла утрата. Конечно, перед началом я по-прежнему приглашаю тех, кто желает, на курс обучения магии. И обучение магии происходит с помощью рун. Поэтому мы читаем книгу Ральфа Блюма «Книга рун». Напомню, что книгу Ральфа Блюма я выбрал не просто так, а выбрал, потому что это была книга первая, которая познакомила меня с рунами. И она как раз мне упала, потому что я еще был, так сказать, мировоззрением своим в христианстве, но северная традиция звала, руны звали. И мне это было как мягкий переход, что ли, выход из эгрегора, будем так говорить. Поэтому знакомство с рунами началось с Ральфа Блюма, одной из книг. Конечно, это не единственная книга, был и Медоуз, и был Эдвард Торсон, и Гвидо фон Лист. Благодарю Платова и Ксению Меньшиковой, ее книга. То есть эти книги послужили мне ключиками для воспоминаний. Но одна из первых — это Ральф Блюм. Вот у меня возникло желание ее почитать. Естественно, в какой-то степени заложенный фундамент, будем говорить, не зашоренного стереотипного понимания рун, а именно с позиции своего видения, мне и привлек Ральф Блюм прочитать ее с комментарием. Не просто озвучить как аудиокнигу. Может быть, кто-то из не таких косноязычных, как я, и осмелится ее озвучить. Но мне вот нравится ее читать с комментариями. Поэтому приглашаю вас к вечернему чтению вместе со мной. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски, потому что настроен я серьезно на то, чтобы ее прочитать до конца. И это, естественно, 18:00 каждый вечер. Я жду вас на своем канале для вечерних чтений. Чат передо мной. Я вижу, что вы можете написать. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. И просто можем немного пообщаться. Формат трансляции полчаса, но тем не менее за полчаса мы продвигаемся от главы к главе, уже 86-я страница, и мы ее читаем. Я, во всяком случае, читаю с удовольствием, мне это нравится. Тогда вперед к чтению. Если у вас остались невыполненные обязательства по отношению к человеку, который внезапно скончался, просто выберите момент и мысленно представьте себе того, кого хотели бы вспомнить. Воспользуйтесь вашей самой любимой фотографией этого человека, если такая у вас есть. Затем составьте список вопросов, которые вы хотели бы ему задать. Того, чего вы хотели, но не успели с ним поделиться. Извлеките для каждой из позиций списка по одной руне и поразмышляйте над полученными ответами. Письма, присланные людьми, которые работали с рунами подобным образом, показывают, что результаты такой практики неизменно помогают им и приносят улучшение. На что я хотел бы прокомментировать. Дело в том, что как устроено наше биополе, или как его еще называют, аура, то оно имеет определенные, будем говорить, слоя, или сформировано в виде некого кокона или шарика. И эти слои, они имеют разное назначение. Я не буду сейчас перечислять, это мы изучаем очень плотно и взаимодействуем, изучая
биополе человека через рунические энергии. Как можно вытащить ту или иную информацию с того или иного поля. Но, предположим, вот примите это за аксиому, а если вам интересно разобраться в этом, как это работает, то вы можете очень просто прийти на занятия, прийти на обучение, и это все я рассказываю. Потому что формат очень большой, объем очень большой знаний, и это в формате изучения, а не в формате просто такого повествования. Ну, вот предположим, что у каждого человека есть этот невидимый кокон. То есть, в принципе, его зрением не увидишь. Его можно увидеть только третьим зрением при определенной тренировке. То есть, это есть практики постановки шаблона, визуального шаблона, при котором можно увидеть тонкие поля человека. Так вот, эти тонкие поля человека, аура, биополе, как хотите, кокон, как вам угодно терминологию подберите. Я называю это тонкие поля человека. Они по-любому пересекаются. И пересекаясь, эти поля между собой образуют некие такие карманы. Я их называю пальцес, рыбий глаз. Ну, терминологию я взял с Грунвала Мелхиседека, он об этом говорит. Когда он прорисовывает цветок жизни, он образуется и пальцес, да, и он об этом рассуждает. Если интересно, можете полистать книгу, а лучше прочитайте. Я взял за основу для рассуждений, провел некоторые биоэнергетические эксперименты и пришел к выводу, что поля, пересекаясь, образуют некие карманы, пальцесы, где происходит энергетический обмен информацией, то есть частички как бы переплетаются по принципу суперпозиции. Здесь опять же чистая квантовая физика, никаких манипуляций с мистикой. Пересекаясь, они оставляют информацию друг от друга. Притом информация это не обязательно ту информацию, которую человек произнес, или там какие-то наши наблюдения. Это информация, которая даже мысли, эмоции, чувства, которые мы можем не замечать. Но в силу пересечений они дублируются в наших полях, и эта информация остается. То есть эта информация никуда не девается. То есть происходит как бы обмен информацией самой собой. Я вам больше скажу, даже пересекаясь с людьми, которые нам неизвестны, находясь где-то в командировках, в путешествиях, в магазине, с продавцами, покупателями, в больших торговых центрах, где бы мы ни были, мы, пересекаясь полями друг с другом, мы имеем определенную связь, определенные пересечения, при которых остается информационный карман. Поэтому, в принципе, информацию можно считать каким угодно образом с теми, с кем мы пересекались. То есть ее можно вытащить. Я уже молчу, когда устанавливается непосредственная связь, устанавливаются непосредственные каналы даже человека, который находится где угодно, в любом конце земного шара, общаясь с ним или создавая определенную связь, визуальный даже контакт или ментальный контакт, мы можем... Это уже давным-давно многими исследователями, эзотериками изложено во многих книгах, есть литература. Даже этим занимаются серьезные умы, научные умы, которые к эзотерике не имеют отношения. Последнее вообще открытие квантовой физики подтверждает эту теорию. Так вот, естественно, что с помощью рун возможно считать любую информацию. Важно эту информацию не просто считать, а ее расшифровать, то есть ее понимать. Поэтому руны это не просто название, там руна такая-то это такое-то, руна такая-то это такое-то название, а есть определенные ассоциативные ряды. Когда мы рассуждаем о рунах, то есть одна и та же руна, она имеет множество ассоциаций в нашем восприятии. Чем шире язык ассоциаций, то есть язык перевода, это по сути язык подсознания, тем легче мы можем переводить эти аллегоричные послания или принимать аллегоричную информацию через сны. Так вот, в данном случае
практика, которую предлагает Ральф Блюм, она имеет, ну, я бы даже сказал, такое научное объяснение. Но объяснение научное с позиции магии. Я по-прежнему повторяю, я отношусь к магии как к науке и искусству, поэтому маг — это в первую очередь исследователь и ученый. Потому что современная даже наука, она вышла с матери, прародительницы этой магии. То, что раньше считалось оккультным, сейчас это считается научным, потому что имела возможность или математическое подтверждение определенных явлений, или физическое, или экспериментальное, или опытное. Вот так вот. До Кюри никто не знал о радиации. Это считалось какой-то чертовщина, бессонина, эта руда никак не исследовалась. А Кюри открыла радиацию. То есть до этого это вообще было около оккультное такое вот непонимание. Да. А на самом деле это чистая физика, никаких манипуляций. Вот маг исследует энергии Вселенной, исследует вещи, которые нельзя экспериментально подтвердить, но можно энергетически, понимая принципы и законы, исследовать. И таким образом понимать, как устроена Вселенная, как движется энергия. Поверьте, это бесконечно интересное, увлекательное занятие исследований. Ну и руны здесь очень потрясающий инструмент, потому что он открывает глубину намного больше, шире и глубже, чем кажется с первого взгляда. Но для этого нужно изучать энергию рун. Поэтому то, что предлагает Ральф Блюм, для меня это где-то даже, знаете, вот как подсказочка, да, то есть и это возможно. Нужно общаться не с мертвыми, то есть не нужно переводить это, как чуть дальше Блюм предупреждает, не воспринимайте это как некий спиритизм или общение с мертвыми. Это считывание информации, это типичная квантовая суперпозиция, считки информации, информационных полей, создание определенных воронок. Вот почему, кстати, он очень часто говорит, вот на протяжении уже 15 выпусков, каждый раз, в каждом абзаце мы говорим, когда он предлагает какую-то практику или какое-то гадание, эксперименты с рунами, вообще потрясающий экспериментатор. Он постоянно говорит, что составьте список вопросов. То есть составьте список, это значит запишите вопрос, который вы хотели бы ему задать. Почему это нужно записывать? Почему это нужно формулировать четко? Потому что формулировка четкого вопроса, особенно записанного, потому что записываете вы всегда формулируете. Как вот в мыслях можно формулировку дать неточно. Это, знаете, как в поисковик даешь неточную формулировку, и такие же ответы выдают. Точно так же и запрос в определенную область информационных полей. Чем четче вопрос задается, тем четче вы попадаете в ту область, где вы можете считать информацию и получить достойный ответ. Вопрос в том, что вы можете получить ответы, а способ расшифровки и понимания этих ответов, он может быть как бы закрыт, в кавычки я беру закрыт. Почему? Потому что не наработана ассоциативная связь. Поэтому эту ассоциативную связь нужно нарабатывать. Кстати, на курсе я утомляю своих студентов, ну, наверное, утомляю в кавычки, но я заставляю прорабатывать ассоциативные связи. Им приходится эти ассоциативные связи нарабатывать на каждой руне и на каждом упражнении, на каждой магической практике. Выполнять, по сути, где-то даже однотипные задания, как бы однотипные, по одному шаблону. Но там идет наработка ассоциативных связей, которая дает возможность трактовать или понимать язык подсознания или считку информационных полей более обширно, более глубоко. Вот где-то так. Читаем дальше. Молодой человек, мать которого не так давно погибла в автомобильной катастрофе, пожелал узнать, что она хотела бы посоветовать ему перед смертью. Он вытащил тайвас. Ну, здесь
изображен Тайвас прямой. Видите? Обычно печатается Тайвас перевернут. Руну воина. Будь воином духа. Вот что она сказала бы мне на самом деле, написал он. Мы можем верить или не верить тому, что написал Блюм. Это право каждого. Я верю, что так и было, потому что примеры эти не просто так приводятся. И раз Блюм написал об этом, то так оно и есть. Опять же, сын, который был очень плотно связан с матерью, я имею в виду по пересечению полей, и остались определенные информационные вещи, тогда, когда мать не говорила ему, может быть, напрямую так, то он мог считать информацию того, что она думала, того, что она видела, или того, что она хотела ему сказать, но не успела. Поэтому это все реально, и очень хорошо, что молодой человек познакомился с рунами, и он так расшифровал: будь воином духа. Тайвас — это вообще руна нацеленности или целеустремленности, или руна действительно воина, да, воина, который сражается с копьем. Это символизирует, она и выглядит как копье, как направление, как путь в некотором смысле, и она расшифровывается как целеполагание или цель, нацеленность. То есть, по сути, руна Тайвас — это нацеленность на результат, стремление к результату, стремление к развитию, стремление быть стойким и сильным в преодолении препятствий. Вот где-то так. Поэтому руна Тайвас в этом плане, она очень крепкая поддержка для человека, который скорбит о близком ему человеке. Если бы еще этот молодой человек понимал, что она ушла с земного плана, но она не умерла как духовная сущность. Она по-прежнему остается в определенных сферах, которые и мы, каждый из нас, однажды оставив скафандр, вернется туда, откуда он пришел. Когда горе выбило меня из колеи, написала жительница штата Флориды о смерти своей двоюродной сестры, я вытащила руну с целью выяснить, что сказала бы мне Клара теперь. Это оказалось Ингус, руна плодородия и новых начинаний. Я расхохоталась как раз перед этим, выполнила данное сестре обещание развеять ее прах среди кустов роз. То есть вот такая вот как бы ассоциативность и такое как бы мини-совпадение. Что стоит нам обратить в этом внимание? Во-первых, руна Ингус — это руна, которая объединяет в себе две руны Адила, наследие, я уже говорил об этом. Клятва внутрь, две руны Кена, две руны Кеба, которые связывают определенные партнерства. Потому что результат может быть благодаря определенным взаимодействиям. То есть человек может быть результативен только тогда, когда он соединяет несколько взаимодействий, гебовские взаимодействия, да, союзы. Поэтому руна очень мощная, руна плодородия и новых начинаний. Ну, могу согласиться, что новых начинаний. Соединение, опять же, пальцесов, вот как руна Альгис, руна Ингус, она вот как раз и показывает, то как пересекаются эти поля. И вот этот вот квадратик, который находится внутри, это и есть тот пальцес или тот пузырек, где сохраняется информация. Поэтому считать информацию с кем ты контактировал, это довольно неплохо. Кроме этого, сама руна Ингус, она приносит такое, знаете, вот если мы говорим о рунах утешения, она приносит утешение, что
жизнь-то продолжается, да, и вот это, ну, расхохоталось, да, я расхохоталась как раз перед этим, я развеяла прах среди кустов роз. То есть это показывает, что жизнь продолжается, жизнь идет своим чередом, что скорбить или страдать из-за этого, это не делает никому пользы. То есть, да, конечно, это, ну, как любое расставание с любимым человеком или близким человеком, или тот, который находился очень плотно в взаимоотношениях, конечно, это всегда прискорбно. Но нужно просто-напросто научить свое восприятие, свой ум, свое естество пониманию того, что мы не умираем, умирает только тело. Вот это самый главный момент. А то, что можно считать информацию, любую информацию, мы уже об этом говорили. Не стоит путать этот процесс со спиритическими сеансами. Вот тут я согласен. Это к спиритизму не относится никак. Или с ночными посланиями, приходящими с того света. Возможно, с помощью рун вы получаете доступ к вашему глубинному знанию об этом человеке. Видите, знание, которое хранится в недрах вашего индивидуального бессознательного. Когда мы слышим голос правды, мы узнаем ее. Вот вам, по сути, как бы такой вот намек или подсказка, то, о чем я говорил. То есть мы можем читать любую информацию или получить знания о любом человеке, с которым мы соприкасались. Вот где-то так. Что еще важно здесь увидеть в этом тексте? Спиритическими сеансами. Спиритические сеансы призваны вызывать духов. Притом духи, это не путайте дух человека и духи, которые, будем говорить, остались здесь, некие субстанции. Эти духи могут быть не только умершие, недавно умершие, которые еще не покинули план Земли, но также могут быть и духи, которые и обитают здесь, как в естественной среде обитания, только невидимой сфере. Но спиритические сеансы – это установка канала или портала, открытие портала, в который могут зайти духи в наш мир, где их не является средой обитания, естественной средой обитания. Это как вызвать чужаков. Или если бы мы попали где-то, ну, например, в чужую страну, без каких-либо способов коммуникации. То есть вот вас не понимает и все. Вы что ни говорите, вас не понимает, никто на вас не обращает внимания, и вы никому не нужны. Естественно, это вызывает в определенном смысле волну энергетических всплесков или каких-то определенных энергетических проявлений. Поэтому мое отношение, вот как мага, к спиритическим сеансам крайне предупредительное, потому что устанавливать каналы в спиритических сеансах нужно только с четкой определенной целью получения той или иной информации, с пониманием, как открыть и как закрыть каналы, при этом не впустив сюда тех товарищей, которые могут перейти с одного пространства в другое. Поэтому крайне рекомендую спиритизмом, прежде чем проводить спиритические эксперименты или сеансы, изучить эту тему досконально. То есть изучить это настолько, чтобы не просто вы доверяете там какому-то медиуму, который якобы знает, а вы должны сами понимать, что вы делаете. Вообще все, что связано с магической наукой, нужно делать только тогда и только то, что вы понимаете. Если вы не понимаете или обращаясь к магу за помощью, маг вам не объясняет, что он будет делать, какие последствия и что конкретно. Я не говорю там о каких-то подробностях или мелочах, но эзотерически объяснить понятным языком любому человеку можно. Это называется
маг, потому что он должен предупредить о возможных опасностях. Потому что спиритизм, спиритический сеанс — это всегда эксперимент, это всегда в определенном смысле непредсказуемо. Это всегда определенные моменты, которые уловить или удержать довольно сложно. И это требует глубинного знания того же самого спиритизма. Да? То есть спиритизм — это спиритус, дух, духоведение. Да? То есть нужно понимать, какие есть духи, как с ними взаимодействовать и так далее и тому подобное. Поэтому тут хотелось бы как бы сделать такое некое предупреждение. Ну и ночные послания с того света. Послание расшифровать, просто получить послание, не умея его расшифровывать, смысл в этом послании ночном. Нужно опять же нарабатывать язык подсознания, понимать подсознание для того, чтобы можно было переводить сны. Поэтому это тоже определенная практика. Это кажется, что там вы взяли соники, расшифровали. Вы поймите, что соники — это обобщенное понимание. Это как в психологии идет обобщение, а потом обобщенное накладывается на индивидуальность. Точно так же и соники являются обобщительными и порою даже субъективными обобщителями. И они не могут охарактеризовать язык подсознания лично ваш, потому что кодировка вашего подсознания, она отличается от другого подсознания. То, что многие определенные бессознательные моменты или определенные коллективные бессознательные моменты в общем эгрегориальном слое, они могут быть сходны, но это не значит, что они расшифровываются однотипно. Поэтому относиться к сонику, вот мне приснился сон, и теперь этот сон вот будет там то-то мне или то-то, то это не совсем, верный подход, потому что соники не указывают точные, не дают достаточно точные ответы на ваше подсознание. Ваше подсознание — это индивидуальный язык, его следует изучать. Что, собственно говоря, и делают маги, исследуя такое направление в магии, как сновидение, да. И были очень великие исследователи, сновидцы, их достаточно много. Но это абсолютно не то, что некоторые на просторах нет рассказывают там об астральных путешествиях или еще чего-то. Это тоже имеет глубочайший научный подход именно с позиции магии, с магической науки. И этот процесс и надо изучать. Кстати, я исследую магические сны, с позиции магии. Но я вам скажу, что это довольно сложно иногда перевести символизм на язык, понятный нашему уму. Остановилась трансляция, прервался где-то интернет ушел. Мы говорили о спиритизме и прервался интернет. Но сейчас вроде бы связь установилась. Я надеюсь, что мы сможем спокойно завершить. Поэтому кто будет смотреть записи, вот это небольшое зависание, это как раз и есть разрыв в интернете. Бывает и такое, знаете. Ниже следующая молитва появилась в результате медитации на Дагас, руной прорыва, трансформации, которая однажды выпала в аналогичной ситуации. Я взялся читать все у Блюма, не перескакивая, не игнорируя. Уж как есть, так есть. Да? Поэтому мы исследуем, мы изучаем. Молитва так молитва. Давайте мы ее прочитаем. Руны утешения для тех, кто понес утрату. Я жизнь и свет, и путь, земля мой сад.
Каждую душу я взращиваю подобно семенам, то прорастают и расцветают в свой срок. И в каждом я достигаю совершенства. Не стоит грустить, когда увядают цветы. Стоит возрадоваться красоте, что была в них. И петь хвалу, ведь по воле моей осуществилось намеченное. Я есть одно со всем созиданиями, и никто не исчезает, но возвращается ко мне, чтобы никогда не расстаться. Ибо то, что извечно, от истоков своих отторгнуто, быть не может. Я со всеми вами, и каждый из вас проводник моего света. Примите же любовь мою, которая объемлет вас отныне и навеки. Но я так понимаю, что, наверное, в английском варианте это звучало бы хорошим стихом, ритмичным. Что я могу сказать? Очень хорошая аффирмация. Если мы рассмотрим ее не как это вроде бы говорит Господь к нам, да, или Божество к нам, а если мы говорим это как аффирмацию для себя, то я согласен. Это очень хорошая аффирмация для самовосстановления своих энергополей. Думайтесь сами. Я жизнь и свет и путь. То есть я жизнь и свет и путь. Земля мой сад. То есть мы в каждом, когда мы говорим «я со всеми вами», то мы можем где-то, может, заменить «я всегда сам с собой», да, и каждый из вас во мне. То есть можно как-то ее немножко или переделать, или прочитать так, но в любом случае мы запускаем свое высшее «я» внутри себя. И таким образом мы можем говорить о том, что это приносит свой результат или свой плод в результате, приносит свою силу. Поэтому берем, исследуем, пробуем, и потом при желании мы можем поделиться, как это нам помогло или как это нас вытащило из уныния о том, что кто-то из наших близких ушел. Следующую несколько выпусков у нас будет профиль судьбы. И здесь очень много интересных моментов, где задается руне определенное значение, каждая вытащенная руне, запросом. Например, такие вот вопросы, как какова моя натура, это будет отдельный выпуск. Зачем я родился, каково мое призвание, какова моя судьба, каков мой крест, или то, что я должен пронести, какой мой вирт, судьба, что представляет собой моя целостная сущность. Вот эти все моменты, это примерно, может, 6, 5, может 7 выпусков. Точно не знаю, как пойдет. Формат мы будем соблюдать примерно полчаса. И да помогут нам высшие силы, помогут нам боги. Мне Бог Один да поможет провести без перерывов или непредвиденных ситуаций. Прошлый эфир тоже вроде бы как прервался. Вот. Ну и такое бывает. Поэтому всякое бывает. Главное, что мы вынесем из всего того, что нам предлагается в этих чтениях. Вот где-то так. Как всегда, традиционное приглашение подписаться на канал, поставить уведомления в виде колокольчика, все уведомления, там есть такая функция, все уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. А традиционно вечернее чтение или чтение с комментариями мы продолжаем каждый день в 18:00. До новых встреч! Всех благ вам, всего доброго.